Никогда не думал, что в 21 веке мне придется взять в руки автомат. Я не служил в армии, полжизни занимался дизайном, и вот я на войне. Принимая решение поехать на фронт, одно я решил для себя твердо. Я буду делать все, что мне скажет Волод, потому что это мой лучший шанс здесь выжить. Это была моя первая боевая задача. Тогда я еще не знал, что следующие дни окажутся последними для нашего командира. Садись на рюкзак, если нет места. Дорога на фронт долгая, местами тесная, но совсем не скучная. Здесь съемка видео. Читаемся! Ты снимаешь? Снимаешь. Ты там Так. руками. Привіт, привіт! До архива. Україна! Не Украина, а Беларусь. Але пічу, я сам з Чеського. Путь полон событий и новых знакомств. Вкусно себе. Ой, посмотри на него. Он как будто Нет, так классно, ну мне нравится его тип. Я бы, сука, обесрался, если бы. Боевой оператор. Когда узнают, что я из Беларуси, всячески поддерживают и помогают. Беларусь. Беларусь. Серьезно? Пацаны, мы вам чуть-чуть еды положили. Фронт тянется не одной ровной линией. Чем ближе к передовой, тем опаснее становятся маршруты. Тем быстрее нужно передвигаться, и тем экстремальнее становится езда. Стрёмно немного, но я думаю, что все будет здесь. Я постарался взять с собой минимум личных вещей, потому что знал, что часть маршрута придется пройти пешком. К тому же нам предстояло нести вещи, которые нужно было доставить на позиции для ребят. Все, уже совсем близко к нему. Что, пацаны, батарейки заканчиваются? События, которые вы увидите в этом фильме, происходили 3 года назад, в мае 2022 года, в небольшом селе на границе Херсонской и Николаевских областей. Это была моя первая боевая задача, а для Волота, нашего командира, это был очередной заурядный день на войне. Это вот здесь мы по кустам шли, правильно? Да. Потом мы вот так вот прошли, вышли сюда, зашли. Вот мы сейчас здесь, 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 ну короче вот так. Пиздов много. Понял. Патронов не хватит. Последняя информация, что я знаю, что в Новоплавовке пиздасов нет, но они туда приезжают, кошмарят этих. Жители. Да. Там еду забирают, коров подрезают, всякое такое. Боевая кампания в этом селе была частью большого плана по предстоящему освобождению Херсонской области. Белорусы должны были удерживать позиции в селе Калининдорф. Что, думаете, они наступать будут или нет? С этого направления не наступать не будет, потому что они сами внутри подорвали мосты. Ага. Прояснив общую ситуацию на месте, я продолжил общаться с ребятами. Я приехал снять нормальный контент. Вот. С разведкой пойдешь? Хуй знает, куда возьмут с Волотом, наверное. Ты приехал снимать войну или все сослали снимать войну? Это наш командир, Волод. Он с 16-го года воюет за Украину. И я хочу исправить ситуацию, показать, что мы, блядь, ебашим, нахуй, а не сидим за хуйней занимаемся. Есть такой шанс, блядь, это сделать. Я обрадовался, что иду с ним на позиции, потому что у человека с таким опытом можно было научиться многому. Куда по составу? Я с Волотом иду, не знаю. Стабильный интернет. Удачи. Только разбудите, блядь. Мы всех Наблюдаем пожар рядом с позицией, где ПЗСКшники сидят. На 12. Принимая решение поехать на фронт, сложно было подготовиться. Но одно я решил для себя твердо. Я буду делать все, что мне скажет Волод, потому что это мой лучший шанс здесь выжить. Как говорили мне опытные ребята, главное всегда слушай Волота.
Даже если тебе кажется, что он не прав, он прав. Вообще, это понятно. Тут можно, типа, снимать, типа, приходы, хуёды, артуха, добавить. А снимать контента, типа, блядь, я ебу. Ну, когда, типа, вся часть этой операции закончится, туда, типа, его выкладывать. Тогда, я думаю, это будет уже похуй. Без проблем. Ты мне главное скажи, что мне можно делать, что мне нельзя, что мне вообще... Какой главный твой совет? Бля. Понимаешь, он страх, типа, этой серии, как, типа, расскажи, как вам. Ну, по-разному, блядь. Это, Короче, как хуй не за 200 скажи, все. куда летит какой-то хуйня, Сразу падать. сразу падает. Понял. Буквально один до только сидит. Ну, естественно, понимать по звуку. Когда летит реально так, то всегда он раздеть не может. Если вкус угля вышел, у вас есть типа далековато, допустим, пару секунд, звук, но что такое снаряда. Ага. Ты понимаешь адекватно, что звук прошел уже над тобой, и понятно, что упадет это минимум, блядь, в километре полутора от тебя. Если звук это километр, почему он реально туда прям приближаешься, ну, скорее всего, он тебя рядом с тобой. Вот, а тут он доводится на землю, блядь. В этом лучше ты, ты сначала сюда, блядь, падаешь на такую, а потом будешь контент отходить. Когда она летит в район рядом с тобой, когда она летит в район не рядом с тобой. И вот он заводит меня на позицию, отвечает на мои вопросы, а я даже территориально не понимаю, где нахожусь. Крохотная деревня посреди огромного ничего. Произошла рокировка. Я забрал, блядь, этого беспилотного этого парня, как его, Руха. Даю вам коса. Кос все в качестве бойца, ходит на посты, все делает, блядь, в этом плане, блядь, ясно. Так, какая моя задача? Наблюдаешь, слушаешь движение, блядь, всей техники, какой-то хуй, схему без старше, без доведет тебе тоже. Понял. Есть, блядь, схема ориентира, ты покупаешь эту хуйню, типа, что там 12 часов, 6 часов. Ну, 12 прямо, Да. 6 назад. Да. Ну. Вот смотри, за 12 часов принимается вот это направление. Ага. Вот это. Короче, в населенном пункте, который там находится, Ага, в маленьких далеких селах, названия которых даже я не ебу, чуть-чуть, блядь, туда нахуй. ага. И типа вся вот эта сторона до 6 часов, до этой железной дороги. После того, как мы пришли на позиции, Волт рассказал мне, что нужно делать и как себя здесь вести. Наблюдай, смотри, слушай, И чуть что, рацию передаю или куда-то бегу, что Да, говорю? по рации. Все понял. Аптека есть, будем передавать. И передаешь тоже по рации, вы выходите на базу. База — это вот тот дом, где мы были. Там Угу, человек на связи тоже дежурит на постоянии, то есть там, блядь, связь тоже поддерживается. понял. И сегодня, блядь, думаю, что сейчас я выведу тоже этих пацанов, разведгруппа наша, она выдвинется на 800 метров вперед. Ага. Первую ночь я заступаю на дежурство в паре с другим бойцом. Я понял. Вот. Разведчик. Научу уровень. Светит там. Так и живем. Это наш домик, где мы ховаемся. Вот. Пацаны принесли жрачки, надо сейчас за горячей водой сходить. Вот это наши боевые приколы, теплак. Ну, сами поняли. Погнали, погнали. Ночью мышь бегала, что-то хотела сожрать. Вот. Уже день, светло. Подвал, куда никто не хочет прятаться. И копы. Здесь мы сегодня прятались ночью от обстрела. О, что-то уже начинает бабахать потиху, но ночью громче было. Сейчас пойдем заварим похавать и будем сменять беса на посту. Перед дежурством я решил немного взбодриться и сходил на соседнюю позицию к ребятам, у которых был кофе. Все, дякую, хлопцы. Первым на утреннее дежурство заступил бес, старший на нашей позиции. А я должен был его сменить в 9 утра. Да, вот я видел, когда в школке в первый раз увидел, как он разделся, я охуел. У него осколки в ногах. У него в спине там Спине два осколка. шея. Если у него снайпер, здесь прям насквозь просто. Легкая. Угу, да, он рассказывал. Шея, голова, скулом голову залетел. Ну, да. Он в коме 3 недели лежал. В коробках.
Вообще, красавчик. Ночью дежурит обязательно парами, а начиная с утра по одному. Мне впервые предстояло дежурить в одиночку. Hello, guys. Высматривали поле. Пока тишина, никого нет. Только он ебашит взрывы где-то. Вот такой вот, пацаны, выкопали. Так, посмотрим с этой стороны поля. Высокая здесь трава. По идее, с этой стороны позиция ЗСУшников, и они должны контролировать этот сектор, но на всякий случай позырим. Тишина. Первое дежурство прошло спокойно, и я даже успел расслабиться. Дежурство закончилось, и я пошел на пересменку. Собрался лечь отдохнуть, но отдохнуть не получилось. Так, водичка. Водички с собой только взять. А мы сегодня въебали по ним, да? Конечно, если обстрел будет, все, что выходы будут, это финал. Блять, уже совсем близко. Мне сейчас будет тупо пиздить. Разъебывать элеватор. Волод 1, 4, 5, 0. Трубочка залезла. Назначили это, скорее всего. Будут продолжать. Все, о чем я думал во время первого обстрела, что нужно максимально понизить силуэт и держаться ниже уровня земли. Окоп маленький, попасть по нему достаточно сложно. Все остальное от меня не зависит. Как говорил Волод, это война. Тебя либо убьют, либо не убьют. Стороны где-то ебашит. Летела? Да, осколок. Это осколок? Да. Так далеко. В это время по рации на связь вышел Волод. Оказалось, что по их позиции в районе базы тоже бьют. Київ. Волод на зв'язку. Христа зараз на місці немає. Зараз по мне тоже прицельно. По кому бьют? По Володу? О! Да можешь выходить, урод, мне все равно. Мне как-то тут спокойнее. Копчик, нормально, тенечек. Охуенно. Обстрел закончился, и мы вышли из окопа. У меня появилось время, чтобы перевести дух. Ты молодой, ты особенный, студенческий прорыв, без тебя ничего не будет. Зомби! А, Тимошенко. Ага. В это же время Волод снова повел группу в разведку. Нет, тут пока надо пройти. За больше километров. Вы к пацанам туда заменять или и туда и обратно? Нет, мы перед ними и обратно. А, Мы засмотрим, что там дальше будет. понял.
Если, короче, блядь, это будет тема сдвинуться, то должна пехота перезанять ту позицию, если они должны двинуться вперед. Если ЗСУ пехота не даст, то, блядь, часть, ну, то Волок-2 будет перемещаться сюда. Я там немножко еще маркировки внутренних людей сделаю, и, блядь, часть людей отсюда перейдет на то место, где будет разведка. Если линия фронта будет вытягиваться дальше. Туда, в поле, получается. Да. Ну, удачи, хлопцы. С Волотом я познакомился в начале полномасштабки, 1 марта 2022 года. Он формировал первую белорусскую боевую роту и проводил тренировки на базе. Сразу было видно, что он лидер. Сразу понятно, что он командир. В короткий срок он создавал бойцов из людей, большинство из которых даже не держали в руках автомат и ничего не знали о войне. Как он говорил, самая главная ваша задача – не убить себя и вашего побратима. Если вы справитесь с ней, это уже будет заебись. Огромный боевой опыт оставил множество следов на его теле. Мне запомнилось, когда я впервые увидел его в общей уборной в Киеве на базе. Он мылся ледяной водой из умывальника. На его груди, спине, ногах, голове, шее везде были шрамы. До полномасштабки он получил серьезное боевое ранение, с которым любой другой человек не смог бы продолжать службу. Но не Волот. Волота это не остановило. Остановить его могла только смерть. Выходя на задачу, Волод заметил, что возле позиции валяется мусор. Он приказал его убрать, потому что любой мусор мог нас спалить. Сейчас уберу, давай. Это не сельский мусор, что военные же тоже все выкидывают. После этого разговора я снова отправился дежурить. На месте нас оставалось трое, так как старший по позиции ушел в разведку вместе с Волотом. Волот-1, это база. В посадке вы на 9 наблюдаете какое-нибудь движение? Видишь это? Я ничего не вижу. Сейчас я пойду постараюсь. Волот-1 пока ничего не видим. Связь с разведгруппами не всегда стабильна. Волод часто заходил настолько далеко и настолько близко к вражеским позициям, что связи с ним почти никогда не было. И если у кого-то получалось услышать его по радейке, то информация передавалась по цепочке от позиции к позиции до базы. Волод вышел на связь, сказал, что на максимально далекой дистанции обстановка 4-5-0. Мое дежурство закончилось, и я решил эффективно потратить свободное время, поставив пауэрбанк на зарядку. На нашей позиции электричества не было, поэтому я пошел на другую. Пауэрбанк зарядился, и я, чтобы не терять время зря, решил поискать доступ в интернет. На позициях не было вообще никакой связи, кроме рации, а Starlink в начале войны был большой роскошью, и заполучить его могли далеко не все. Уже несколько дней я был полностью отрезан от внешнего мира, и мне хотелось отписаться близким людям, что со мной все хорошо, и какое-то время я редко буду выходить на связь. Так что отправился в деревню искать интернет. Населенный пункт, в котором мы находимся, совсем маленький. Здесь десяток жилых домов и небольшая железнодорожная станция. Наши позиции распределены по периметру села. В его центре находится база. Это жилой дом, который оборудован всем необходимым. Недалеко от базы находилась позиция Волот-2, один из наших наблюдательных пунктов. Здесь хранится основной боекомплект. Наша позиция – Волот-1. Это тоже наблюдательный пункт на самом краю села. Позиции Пчелки-1 и Пчелки-2 находились между деревней и точкой эвакуации. Их особенность была в том, что они располагались в водосточных трубах. На элеваторе и по флангам села находились позиции украинцев. И вот я двигаюсь между этими точками, ищу интернет и общаюсь с теми, кого удается повстречать. А здесь я слышал, что прям где-то рядом прилетало, за нас летело прям. Вот мы там, вот эти дыры, да? Ну это самое, ну мы не считаем такого, мы сидим там. Ваши подсчитывали, 19 выстрелов. Ну 2 кассетника, но они там были. И тут 19 выстрелов. А вот этот парень думал, знаешь, как говорит, я не считал, я раком стоял. Я говорю, тоже раком стоял. Я говорю, 19. Он так, 19 снарядов, чтобы развалить туалет. На гражданке я дизайнер. Творческий человек. Вот, так что это все для меня такое новое. Тазики для нас. Все новое. Попал сегодня?
А? Попал под разнос? Не, сегодня в окопах сидели, ну, близко летало, но сидела, свистела. Не здесь был, да? Не, там. Так, пойду делать дела. Все, до видения. Интернета здесь не оказалось, и я отправился искать дальше. По дороге я встретил еще одного белорусского добровольца. Он предложил мне показать итоги сегодняшних прилетов, и я согласился. Итоги сегодняшнего обстрела. Просто разъебанный в хлам туалет. Вот прилет был. Здесь вот просто в щепки. Был туалет и нет туалета. Осколки все деревья. Естественно, поебашило. Вот, стекла повылетали. Вот осколки. Вырвало. Вот еще прилет. Вот прилет. Вырвало нахуй часть рельс. Пристрелялись пидорасы. Во. Еще прилет. Закончив здесь, я отправился на другую позицию, чтобы поискать интернет там. И мне наконец-то повезло. А есть у вас какой-то интернет? Ну, можем. Есть. Попробовать. Попробовать можно? Ну, давайте было бы. Мне хотя бы подруге отписаться, что я живой, а то я ей сказал, что... Скотч я сделаю. Так вот. Дай телефон. Мы же тут... Давайте, пацаны. Ну, если получится. Ну, я надеюсь. Так, что мне надо дать? Все, просто телефон? Включить интернет. Включил телефон. Сейчас. Ну, здесь вообще... Ну, и отписаться, само собой. От всех пабликов. Включил интернет, Да, да? да. И типа могут сообщения поприходить, да? Да, конечно. Ну как могут? А потом типа напишешь свое и точно так же поднимаешь? Да. Охренеть, круто, если это сработает, это просто будет бинго. Я буду в шоке. Давай, кинчика. Способ выходить на связь с внешним миром найден. Я поблагодарил парней и отправился на свою позицию. По дороге решил проверить новые знания и забрался на крышу дома, чтобы словить интернет. Добыча интернета. Вот так вот мы добываем интернет. Сейчас, надеюсь, начнут приходить сообщения. Вот там вон распи***чный туалет сзади меня. Видите, где поваленные деревья. Вон железка. Так, сейчас проверим сообщение. Согласен, но на фоне солнца ты просто секс. Человек, которого вы сейчас видите в кадре, тоже белорусский доброволец. Его позывной «Витушка». Он устанавливает антенну, чтобы улучшить связь в нашем секторе. С интернетом оказалось все просто. Я слез с крыши и встретил бойца с позывным «Жерар». Сплю, захотел посрать. Встаю, одеваю штаны, одеваю Я майку. сегодня уже не первую историю, просто посрать слушаю. Давай, Одеваю майку, все, одел обувь, накинул баечку, взял туалетную бумагу, салфетки, захожу на кухню, первые приходы. Такой думаю, ну ладно, возвращаюсь, беру броню, накидываю на себя, все, сидим в комнате. Начало близко бить. Я говорю, вот, я пойду в окоп. Он говорит, да, все идем. Все, садимся в окоп, я в окопе сижу, и очень, вот прям вот давит. И я такой хлопцам, бля, побыстрее бы уже, просто так срать хотелось. Вот прямо перед самым этим, все, заканчивается обстрел. Я выхожу, и первое, что я вижу, что сортир нахер разнесли. Бля, это просто какой... И тут так, пи***расы. Да, это охренеть. понимаешь, они по сортиру 2 раза хуячили. Первый раз там в 5 метрах от него, а второй раз, блядь, в него.
им нужен был сортир. Ну, После этого разговора я вернулся на базу. Наша позиция была крайней в Калинингдорфе, и точка снабжения была довольно далеко, поэтому еду нам передавали по цепочке. В этот раз еду нам принес Жерар. Примерно в это же время снова начался обстрел. Малёха стреляет. оказались Жераром в одном окопе. Зашел еды принес, блядь. Как сегодня, реально. Давай к Чеху уже дуй. Я сейчас к нему пойду. Обстрел закончился, и Жерар вернулся к себе на позицию, а Волод снова собрался выводить группу в разведку. Перед выходом он дал нашей группе наставление, как себя вести в случае, если что-то вдруг пойдет не так. начинается какой-то контакт, стреляют две стороны, то не стреляйте. Если вы понимаете, что начинают стрелять с одной стороны, и пули летят в эту сторону, а мы что-то все замолчали. Начинайте, блядь, с паки и ебашить туда, блядь, в сторону горба. Значит, уже что-то пошло не так, блядь. Побыть с ребятами? Так, пацаны, удачи, Волод, блядь, возвращайтесь. Возвращайтесь. Волод был человеком войны. Он всегда стремился попасть на фронт. После того, как битва за Киев завершилась, а Волод в ней участвовал, он отправился воевать на Николаевское и Херсонское направление. По Володу было видно, что здесь он как рыба в воде, что именно здесь его место, и он об этом знает. На позициях у меня была возможность отдохнуть, подумать о каких-то второстепенных вещах, вроде того, как зарядить GoPro. У Волода такой возможности не было. У него не было подобного свободного времени. Он был сосредоточен на боевой задаче, его выполнении. На его плечах лежала ответственность за весь сектор, за своих бойцов и за смежные подразделения, которые прикрывали наши фланги. Ему нужно было контролировать все, чтобы все выполняли свои задачи, чтобы каждая позиция выполняла именно свою функцию. А так как на войне никогда ничего не идет по плану, то нужно было еще и находить выход из кризисных ситуаций. Помимо этого, он всегда лично выводил группу в разведку и шел первым. Это нарушало негласное правило. Командир никогда не должен идти первым. Но он берег своих людей и делал так всегда, до последнего. Волод вышел в разведку, а у меня появилось свободное время перекусить. Сварил себе какую-то бормотуху, и, выходя на улицу, я неожиданно встретился с Брестом. У меня к тебе серьезный разговор. Да. Вы долбоебы? Ну вы оба долбоебы? Так, Ну что? по прямой. Что, ты не выкупаешь, что на? Я пока не понимаю. Нет? Ты понимаешь, что группа, которую вы ведете, это Nissan и, сука, блог, нахуй. Мне что там в штабе, у кого ебется, в голове, ебать. Но то, что вы делаете, это, сука, позор, ебаный. Ты понимаешь, что ты не, сука, не блог, нахуй, популярность набирать. Это, сука, создавайте межбатальоны. Это Брест, один из самых известных белорусских добровольцев. Он также одним из первых присоединился к белорусскому движению в Украине в начале полномасштабки. У нас большие, блядь, как бы амбиции все-таки, понимаешь? Мы не просто подразделение, мы собираемся сформировать какой-то имидж, какую-то политическую силу, новое движение, которое в Беларуси будет что-то менять. Думаешь, нам потом кто-то даст какой-то вес в Беларуси? Да на нас хуй положат, хуй все. Все, кто там пару комментариев пишут, хуй сейчас, блин, в интернете, ты им нахуй не будешь нужен. Эти голоса ничего не решат. Надо показывать свое нормальное гуманное лицо новой Беларуси, ебать. Ты понимаешь? Только тогда в Беларуси можно что-то изменить. Иначе самых инициативных только поперестреляют, а остальные будут под дудочку плясать нового правительства, которое будет. И никогда ты не изменишь. Мы и так не станем правительством, я это прекрасно понимаю. Но мы сможем хоть как-то влиять на политический процесс. Я вообще себе не строю планов на будущее. Я прекрасно знаю, что на этой войне я сдохну. Но я хочу создать нормальный толчок этому движению, понимаешь? Нормальный вектор направления. И сейчас вектор, который создаете вы, это лагерь пионеров, твою мать, понимаешь? Вы позорище устраиваете в этой ебаной сети. Надо имидж создавать нормально. Надо, чтобы люди думали о нас, как не просто об нормальных людях, а о тех, кто действительно в будущем сможет изменить страну, понимаешь? Тебе хочется аудиторию побольше, там Ванюшу хочется гуманитарки побольше. Мне насрать. Мне насрать, будет у нас больше гуманитарки, не будет, мы голодными не останемся. Будет у нас больше подписчиков, меньше, мне насрать. Не те у нас амбиции. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен, что типа было сделано быстро и на скорую руку. Чтобы батальон стал действительно какой-то политической силой, понимаешь? А для этого нужен нормальный имидж. Я тебя понимаю. Война еще будет долгой, контента еще будет ебом.
Брестом я познакомился буквально через несколько дней после знакомства с Волотом. Первые дни полномасштабки они вместе на Азовской базе учили нас держать в руках автомат и стрелять. Брест идеально подходил под образ белорусского вояра. Колоритный, харизматичный, немного сердитый, крепкий, уверенный в себе солдат. Он без особых уговоров согласился стать лицом белорусского движения в Украине. В отличие от Волота, который всегда сторонился камеры, которому вся эта медиадеятельность была чужда. Брест всегда стремился достигнуть лучшего результата, был требовательным к себе и к окружающим, а также к качеству того, что мы публикуем в сети. Именно из-за этого там, в Калинингорфе, у нас и произошел небольшой конфликт. Утро моего третьего дня началось с того, что Волод рутинно выводил очередную группу в разведку, а я в это время завтракал. Никакой своей посуды на позиции не было, поэтому я использовал жестяную банку от каких-то консерв и сделал из нее для себя кружку. Hello, my friend. Я вот. Пацаны подвигались, нас менять пацанов. А у нас уже утро. Прилетов пока не видно тут близко. Вернее, ям от них, но я думаю, мы сегодня их найдем. На войне все сводится к базовым человеческим потребностям. Ты думаешь только о том, что нужно и можно сделать в свободную минуту. Потому что если отложить что-то на потом, то такой возможности может уже и не быть. Третий день в окопах давал о себе знать, и мне хотелось как можно скорее смыть с себя окопный запах. Так вот добывается вода. Очень хочется помыть ноги. Быстренько он броник снял, каску снял, взял новые носки. Уф, какая гадость. Водопроводной воды в Калинингорфе, естественно, не было. Но нам повезло, что на нашей позиции Волот-1 прямо около дома был колодец. Холодная, то что надо. Это кайф. Волод всегда следил за гигиеной и ждал этого от своих бойцов. Он рассказывал много историй про то, как военные месяцами могли не мыться, не вылезая из блиндажей, и из-за этого у них развивались разные болезни. А поэтому, разумеется, снижалась боеспособность подразделения. Что, носочки, ботинки и обратно в снарягу, потому что долго не стоит без снаряги ходить. Так что, воспользовавшись моментом, я решил помыться. После этого я снова заступил на дежурство. Зато носочки чистые. Уже кайф. Ой, чистые ноги. Господи, как прекрасно. Ну шо, guys, good morning. Очередной. Вторая ночь прошла. То есть уже третий день. Сижу, как обычно, на позиции в окопе. Вот, слышу выходы опять со стороны орков. Сегодня здесь рядом с нами тоже летали осколки. Мы только слышали, ну не понимаю, не знаю, куда ударило, в дома. Так что весело. Весело у нас тут, конечно, на нулях. Самая близкая позиция. С самого начала моего дежурства этим утром я слышу беспрерывное жужжание в небе. Его источник — разведывательные вражеские дроны. Где-то рядом не знаю, слышно или нет, дрон жужжит над нами. В начале полномасштабки ситуация по дронам сильно отличалась от той, что есть сейчас. Чтобы вы понимали, у нас на всю деревню было несколько дронов, часть из которых с натяжкой подходили для фронта. Зачастую приходилось подбираться максимально близко к вражеским позициям, чтобы ими воспользоваться. Мы знали, что не можем себе позволить ни одного из них потерять. Слово FPV тогда еще никто и не знал. Волт-1, дрон все еще над нами. Плюс Волот-1. А вот у врага была масса разведывательных дронов по типу Орлана. Они могли высматривать наши позиции по несколько часов и получали отличную картинку. Мы были у них как на ладони. Летит. Очень близко оглушила.
Пацаны рядом с домом. Сука, еще один. Очень близко. Пиздец. Пацаны, дрон летает, осторожно. Слышите меня? Дрон летает над нами и ебашит рядом. Летит к нам! Летит, сука. Ща. Да, все нормально. Ну где-то близко. Стоп. Еще. Вон так совсем дыма захуело, пацаны. Что-то где-то в нас, ну, рядом попало совсем дыма и... Волод 2 прием. У нас 300. 300 есть, пацаны. Короче, пришлите сюда бровля побыстрее. Не слушайте видушку, все, быстрее бровля сюда. Когда ты впервые слышишь 300, ты надеешься, что это не тяжелое ранение. Даже в каком-то смысле радуешься, потому что это гораздо лучше, чем услышать 200. Так что просто ждешь информации и хочешь, чтобы все было заебись. Тогда, по тону радиоэфира, по словам Бреста, я понял, что ранение не смертельное. В итоге, к счастью, так и оказалось, и по требованию главного медика на секторе чуть позже раненого эвакуировали. Над нами же дрон. Один 300-й с легкой контузией. Да. Не знаю. А что-то рвануло. Какой-то тяжелый снаряд там. Пригнули. Пацаны, БК взрывается, пригнулись. В мой первый день в Калининграде Волод говорил, что если слышишь выход и звук прошел над тобой, то летит не в тебя. А если звука сначала нет, а потом он вдруг резко приближается, или ты сразу услышал взрыв, значит работают по тебе. Тогда мы замешкались, потому что впервые не слышали звука выхода. Что стреляет? Последних не было выходов слышно. Ну там нормально накрывает. Ну да, блядь. Слышно на пиздец. Только сразу прилетно. При обстрелах в прошлые дни они всегда были, и у меня оставалось время, чтобы подготовиться к приходу и занизить силуэт. Но в тот раз выходов не было. Ты сразу слышишь резкий звук прилета, словно снаряд возникает из ниоткуда. Мы предположили, что в этот раз работает что-то более серьезное, чем миномет. Возможно, ствольная артиллерия, возможно, танк, а возможно, все сразу. Так и живем. Чувствовалось, что по сравнению с предыдущим днем работают гораздо ближе и прицельно по нам. Я ощущал, как трясется земля, как ветки и песок, осколки падают где-то совсем рядом. Загорелось, что-то дым идет. Где-то рядом пали. В какой-то момент появилось окно времени, пока противник затих и не стрелял. Возможно, перезаряжались или меняли дрон. Как раз в это время возвращается Волод с разведки. Как, пацаны? Когда Волод был в разведке, связь, как с ним это часто бывало, отсутствовала. Соответственно, он не знал, какая обстановка на позициях. Он мог только видеть издалека, что в нашей деревне что-то сильно горит. Я то чую, что не чую. Мы местами вообще там чую на самой дальней точке. Местами не чую, я что тут происходит. База добивает до того, а она СП не добивает. Сарай же видел, знаете? Сарай видел. А что, кто такой подушил? 300, я не знаю кто. Не знаю, что. Не знаешь? Я не понял, что происходит. Что это ночь? Что?
Щелки 2 Волод 2 відповідає? Да, вроді говорить. Волод 2, Волод 2. Волод 2 на письмо. Как у вас обстановка? Все отлично. Все целы, все здоровы, все хорошо? Принял вопрос. Аэроохот, он за нами, на той дороге. Он здесь летает уже часа 3. Ложимся. Суть задачи, на которую утром выходил Волод, разведка деятельности врага в соседнем населенном пункте. Парни должны были подойти как можно ближе к противнику, чтобы осмотреть местность, отследить последние передвижения живой силы, техники и выбрать место для новой СПшки, еще одного наблюдательного пункта. Но из-за недостатка необходимой техники, вражеского рэп, отсутствия связи и постоянно висящих в небе дронов, задачу в полном объеме выполнить не удалось. Парни вернулись обратно на позиции. Все, они по БК поймут, что мы здесь по-любому. Не так, я так понял. Сейчас уверен, наверное, радуется. Там темки лежат, походу. Что лежит? Да. Танковые мины, 12 штук. Танковые мины 12 штук. 12 на 8 это сколько? 96 килограмм. Сотка тросила. Как 2 этих фугаса управляемых. Лучше бы не въебали. Потом въебало бы, она тушила бы сразу. Просто мне осталось же после взрыва. Пришло! Во время обстрела по нашей деревне противнику удалось попасть по складу с нашим боекомплектом. Там находилось почти все наше вооружение, которое мы притащили в село, а именно пулеметы, БК для них, трубы и саперские приспособления. Никто не выходит! Там должны были находиться и противотанковые мины, о которых переживал Волод. Но, к счастью, незадолго до обстрела боец «Респект», получивший в тот день контузию, перетащил их в соседнее здание. Если весь БК будет уничтожен, то у нас не будет чем воевать, и придется организовывать подвоз нового вооружения. Попытка спасти то, что могло уцелеть в огне, могла привести к трагедии, но оставлять все как есть точно нельзя. Вес можно платить, вес крепкий. Переждав время, пока были слышны взрывы, Волод приказал бойцам, кто покрепче, отправиться спасать остатки БК. Пошли, поможет. Держи. Давай. Щелки 2, Волод 2, Волод 2. Волод 2 на связи. Волод был профессиональным военным. Насколько мне известно, в Беларуси он служил в военной части специального назначения 3214 и собирался связать свою жизнь с войной. Фактически сразу после завершения службы он решил отправиться в Украину, где война шла с 2014 года. Ехал он целенаправленно в Добробат, а на первую боевую задачу выдвинулся всего через неделю. Настолько хорошо он был подготовлен. Волод участвовал в боях за Пески, Авдеевку и в операциях на Луганском направлении. В феврале 22 года он не мог остаться в стороне и начал тренировать белорусов, готовых взять в руки автомат и защищать Киев. Когда он был рядом, я чувствовал себя спокойнее и был уверен в том, что делаю все правильно. Волод знал о войне не из рассказов и видео, а из собственного боевого опыта. Это был человек, который заряжал своей уверенностью всех окружающих, в том числе и меня. Так, обстрел закончился, пока 33% последнего батара. Генератор распали. Это значит, что зарядок больше не будет. Сейчас заряжу последние GoPro. Жаришка.
Идем смотреть последствия сегодняшних обстрелов. О, походу сюда въехало еще. Шифер, пыль, дом. Да, это стопудово свежее, нахуй. Вот так вот работает арта, блин. Просто был дом, и нет дома. Да, все засыпано песком, значит, где-то тут въехало. Ебать. Распущено. Хлам. Вот еще один прилет вижу. Прямо около туалета. Били бомжи. Вот 3 прилета. 1, 2, 3. Поля вижу, там вот, кажется, еще. Ебать, все такие осколки, да? Ебаный в рот. Это ж пизда нахуй. Пиздец просто. Понимая, что обстрелы стали гораздо интенсивнее и находиться выше уровня земли становится максимально небезопасно, Волт принимает решение, что мы все должны найти новое место для ночлега. Подходящим местом оказался подвал соседнего дома. Так, а куда переносить? Вон там погреб, вы видите. Куда переносите потом? Да, я думаю, что лучше сначала перевести. Та вещь, а зробить тележку, наушницы. Надо еще спальники, карематы. В доме, в подвал которого мы переселялись, жил последний оставшийся мирный житель Калининдорфа. Его зовут Александр, но все звали его Саньком. Все это время он жил рядом с нами, как ни в чем не бывало. Что, сильно тут гремело? Да так, отдыхали. Подвал оказался очень маленьким. 4 людям с нашей позиции и Саньку здесь поместиться было нереально. Но поскольку на дежурство все время находился хотя бы 1 человек, то нам удавалось как-то разместиться. Такие пироги. Наша ночлежка. Подвал был очень сырым, в воздухе чувствовался запах плесени, мышей и гнилых овощей. Плюс тут было довольно прохладно, поэтому мы решили оборудовать подвал, чтобы хоть немного улучшить условия. Закончив оборудовать нашу ночную лежанку, я встретился с Волотом на позиции, и у нас завязался разговор. Если до 6 часов, то это получится организационный момент, если сделать в этом хаосе, то выйдем, то полетаем. А это, кстати, огромный, который привез. Пробовали его, что-то делать с ним? Пробовали. Разъебали на какую-то хуйню, потом начали ее делать. Там были еще какие-то огромные. Но я так и не понял концов этой истории, потому что и Хоббит тоже не понял, потому что он был тут на месте. Ага. Ему минуснул там что-то Игорь, какую-то хуйню, потому что она какая-то там дорогая. Тут нельзя все, весь ресурс 100% расходовать, потому что впереди Беларусь. Да ты сейчас тут всех переходит. Да использовать тут 100% все. Так оно покупалось, пускай оно въебывается. Да, пускай его перехватывает, чтобы мы делали вывод, что надо делать, чтобы такого не было больше. Да, это дорого стоит. Это плата деньгами, а не жизненная. Согласен. Вычисляйте себе координаты, да, это за***стая хуйня. Это кажется, ты полетал, что-то увидел и все. Не, это ты собрался, это ты согласовал, предупредил на 100 человек, чтобы тебя не убили, блядь, твои. Это все равно не залог успеха, хуя. Все равно, если они тебя увидят, они начнут по себе ебаться, блядь. Еще какая-то хуйня. Пока ты вышел, пока ты это сделал, а потом выяснилось, что какой-нибудь говорит, я не знал, что надо сохранять облет. Мне типа, больше не говорили, что надо сохранять облет. Я говорю, в смысле, полетал, типа, видео сохраняешь? Он говорит, не говорил уже никто. А понимаешь, что такая хуйня бывает иногда? Так, вопрос, у нас сейчас здесь дежурство. Получается, вот Киря остается, стоит. Радейку мы эту даем, но здесь аккумулятор уже посевший. А, кстати, что там говорили, вроде генератор не? Генератор не. Пиздовую батарею. Посевшая, але, блядь, Канал 1. я не могу без рации тоже, сука. Нужно шукать еще какая-то хуйня. Зачем она продержится до вечера? Просто что ночью. И вот и
По итогам моего 3-го дня в Калинингорфе ситуация складывалась следующая. Враг вычислил наши позиции и пристрелялся. Над нами постоянно висят беспилотники, а противнику удалось попасть в клад с нашим БК. На складе в том числе сгорела зарядная станция и часть батарей для рации. Волод решал, кому из нас оставшиеся радейки были нужнее. Если враг пойдет в наступление, то будет очень тяжело, так как мы остались без главного логистического узла в этой деревне и без большей части БК. Тем не менее, Волод продолжал искать выход из этого положения. На войне можно пытаться планировать далеко наперед, но это бессмысленно. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Волод считал, что нужно использовать весь имеющийся потенциал, не жалеть ресурсов, но грамотно их распределять и расходовать. Он говорил, что нужно пробовать и пробовать, пытаться делать что-то новое. Иногда ошибаться, но продолжать пробовать. Даже негативный опыт он считал полезным. Важно, как ты планируешь, но гораздо важнее, как ты реагируешь на изменения ситуации. Конечно, Волод знал, какая большая цель нас ждет впереди. Но он также знал, что нет простого изящного решения, чтобы ее достичь. Есть только миллионы мелких шагов, которые сначала нужно пройти, и тысячи проблем, с которыми придется справиться. Волод был человеком действия и профессионалом своего дела, профессионалом даже в мелочах. Народного. Хлопцы. Наступил вечер, и группа бойцов снова выдвигается в разведку. Волод решает, что группа берет с собой радейку, но аккумулятор у нее практически разряжен, поэтому включать ее нужно только при крайней необходимости. Также у группы есть сигнальный огонь, которым они могут воспользоваться, если вдруг начнется движ. Там по ситуации. Если пошла какая-то мы не видим. Тут или что пошло охитку за место произошел, то я вдоль не. Если бы просто какой-то хоть прямо вами ударить по нам, не освечивайся никак и сам. Лежите. Мой 3-й день в Калинингорфе закончился, и я заступил на новое ночное дежурство. Шо, пацаны, сегодня пятница 13-го. Скорее всего, будет пиздечка, пацаны пристрелялись, блядь, пидорасы эти. Вот, так что, надеюсь, переживем эту ночь, все будет заебись, блядь. Этих бомжей. Находясь на очередном ночном дежурстве, ты остаешься наедине со своими мыслями. Ощущение полной нереальности происходящего не покидало меня, словно все это кадр из какого-то фильма. В какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что ты вообще здесь делаешь, и как ты здесь оказался. Ты не в гостях у кого-то, не в путешествии, а в чистом поле в окопе, на краю какой-то незнакомой деревни, с автоматом в руках, в сотнях километрах от своей родины. Тем не менее, постепенно ты возвращаешься к реальности и думаешь о том, что делать дальше. Сегодня дождливая ночка. Надеюсь, сегодня будет возможность подсушить. Хотя может же пиздец день и два дождь. Ладно, посмотрим, что думать о плохом. Все будет заебись. Очередное дежурство закончилось. Всю ночь лил дождь, и сидя в окопе, я промок насквозь. В этот раз нам повезло, и уже к утру выглянуло солнце. Я решил как можно скорее высушить свои вещи, поскольку у меня не было ничего на замену. Возвращаясь к нашим окопам, я встречаю Волода, который моется у нашего колодца. Доброго. Волод прошел через множество боев и увлеченно рассказывал о своем опыте.
Он говорил, что зачастую враг сам делал все возможное, чтобы себя убить. Да огромная организация, все эти хуй. Ну да, Они положили хуй тучу людей даже без нашей помощи, сами. То есть в среднем там роту почти ебало. Это повыходило, там человек 40-50 погибло. Я словил себя на мысли, что впервые за эти дни мы остались наедине, и что за все это время его ни разу никто не дернул. Но так продолжалось недолго. Постепенно все в поисках Волота начали подтягиваться на нашу позицию. Они довезли мешок еды, как минимум, ну такой вот мешочек, и воды, ну примерно пакетов, ну типа спаек, ну штук 5, наверное. О, 5 уже, это более-менее что-то уже, блядь. При любых условиях это нихуя себе, что у тебя появляется какая-то вода уже, блядь. Волос считал, что все нужно систематизировать, и должна существовать прозрачная, понятная всем военная структура работы. Должна быть выстроена система, которая не имитирует бурную деятельность, а работает и развивается, где каждый четко занимается своим делом, и по способностям каждого находится подходящее применение. Если мы будем составлять список, параллельно другие подразделения руководителей, мы не знаем, 3, 10 роты, будут составлять еще, блядь, больше список. И чтобы это было пресечь, надо приводить к системе, блядь, армии. Типа, блядь, систематизируется вся эта хуйня. Примерно, допустим, у БСА, допустим, должно быть там, ну, лето сейчас, да? 2, там, ну, одна, там, в идеале, 2, допустим, рубашки были. Это понятно. 4, там, допустим, трусов, 4 носков по сезону, там, блядь, такая хуйня. Допустим, там, блядь, штанов, блядь, остальное, если оно уже есть, если оно в излишке, у всех оно остальное есть, оно уже где-то кому-то додается. Кого-то порвалось, проебалось на боевых, а то передается. А то получается, что у кого-то 7, у кого-то 1. Я не могу почистить пульс автомат, потому что камера, объем, какая-то хуйня ответит на разные вопросы. И я стою и не могу почистить. Ты видел, как я чистил ночью, блядь? Ничего еще ночью автомат. Я даже не берусь за эту хуйню, блядь. Я сажусь за этот дрочь, чищу автомат. Закончив разговор с парнями, я отправился дальше заниматься бытовыми вопросами. Нужно было почистить окоп, чтобы не топтать грязь на следующем дежурстве. Путик. Еще будем открывать. Дружище, ты что? Дружище. Ой, собачка. Человек в кадре — Санек. Он, как я уже говорил, последний оставшийся мирный житель в селе Калининдорф. В силу обстоятельств он никуда не уехал, и теперь вместе с нами каждый день терпит вражеские обстрелы. В селе только мы, Санек и оставленные жителями домашние животные. А это черный не ваш? Бегает тут что-то? Не понял. Це хазяйка цієї. Хозяйка уехала? Ага. Вона уїхала, а мене оставили. Рисую, считай, элеватор работал один. А, кстати, вопрос. Я все думаю, для чего такие огромные здания посреди поля? Что они делали? Это второй по Украине такой. По грузоподъемности. 155 тысяч тонн. Элеватор — это зернохранилище. Здесь собиралось зерно со всех окрестных полей, коих здесь было огромное множество. Я не знаю, работал ли элеватор до войны или уже нет, но поля здесь точно засеивались. Теперь из-за войны и постоянных артиллерийских обстрелов они стали непригодными для использования. Работать сейчас на них равноценно самоубийству. Сигареты погорели, у меня последняя пачка, это заканчивается. Там же сигареты и хлеб был, много чего было. Чего, я курю чай. Вы курите чай? Ну а что ж? Костя, а що робити? Не знаю. Може бросить. Ну, компотик топчик. Дякую. Вообще супер. Ночь была довольно мокрой и грязной. И я, вспомнив разговор с Волотом о чистке автомата, решил пойти и почистить свой. В таких условиях ствол мог нехило засориться, и я не хотел, чтобы он подвел меня в самый ненужный момент. Так, пойти какие-то. Только я закончил чистку автомата, как внезапно начался обстрел. Я сразу же рванул с места в окоп. Ныряя в него, зацепился правой ногой за сук, после чего падаю и всем весом тела наваливаюсь на свою ногу. Еще пошла. Что, суббота 14-е. Только что снова началась пиздечка. Сижу в окопе.
Один. Пушку почистил. Ногу немного левую. Связку потянул. Надеюсь, что пройдет. Я знал, что моя нога – это мое слабое место. Почти 10 лет назад у меня была серьезная травма – разрыв связки голеностопного сустава, после которой я больше полугода восстанавливался и мог передвигаться только на костылях. Когда я ехал на фронт, я знал, что эта травма может дать о себе знать. Я сидел в окопе и надеялся, что все обойдется. Летит еще. Еще летит. Вот такая вот вечериночка. Так, целый день. В тот момент мне хотелось верить, что все обойдется, хотя симптомы говорили об обратном. И с каждой минутой боль только усиливалась. В любой момент может начаться движ с любой стороны, и я должен быть готов. Побратимы будут рассчитывать на мою помощь. Мне казалось, что это просто тупо, не выполнить главный приказ Волота и затрехсотить себя так по глупости. Мне было даже стыдно об этом думать. Ему нужно было распределять задачи, постоянно выводить группу в разведку, обучать, следить за тысячами мелочей. На фоне этого моя проблема казалась какой-то ерундой. Тем не менее, все уже случилось, и стало понятно, что по окончании обстрелов нужно доложить о ситуации Волоту. Он вызвал главного медика на нашу позицию, чтобы тот смог меня осмотреть и вынести свой вердикт. Что там? Растяжение, либо подвывих. Это точно может сказать только со временем на МРТ. До завтра он как бы потерпит. Дальше ему будет довольно больно просто передвигаться. То есть это ничего страшного, но боец будет не слишком боец. Придется постоянно пить обезболки, вот так вот сидеть, холодиться. Если прилеты, то это здрасте. Так что лучше завтра ротироваться. Вот тут вот тоже, да? Да, вот тут пиздец больше всего. Да, вот именно где трогаешь. А сейчас не будет. Медик принял решение, что меня необходимо эвакуировать. Ротация планировалась на следующий день. Такие пироги. Несмотря на травму, график никто не отменял, и в 6 утра я заступаю на свое одиночное дежурство. Ночью я все никак не мог уложить ногу так, чтобы она не болела, и из-за этого практически не спал. Утром я выпил обезбол и буквально на коленях полз до окопа, поскольку опереться на правую ногу я пока еще не мог. Бросили хозяйство, собак бросили, петухов, куриц бросили. Мое дежурство прошло спокойно, и после него я отправился перекусить, и там встретил Санька. Салата какого-то открыть. Да не. Да не надо, вон похаваю. А он тут нужнее. В какой-то момент к нам приходит Волод, чтобы заняться своими бытовыми вопросами. Между делом у нас завязался разговор. Приходит анестезиолог, говорит, мы не можем ему делать, ну, типа, наркоз общий, он умрет, говорит. Я говорю, да я ебу, без наркоза шея, нахуй, не похуй, нахуй. Ну что ты, блядь, нахуй? Я говорю, делайте что-то, блядь, у него было типа, я говорю, блядь, нахуй, я сдохну, что вы делаете? Они меня, типа, подняли, нахуй. Говорит, посиди немного, если вы делаете засилок, нахуй. Бля, нахуй, я уже не получается сидеть никто. Да ну вы уебались, блядь, да нахуй как насквозь проходите, блядь. Да хуй ты сможешь сидеть в таком состоянии. Волод очень любил поговорить, рассказать истории о своем прошлом. О том, что происходило во времена АТО, когда начиналась война. Мне всегда было интересно их послушать. Чем больше людей, тем меньше мобильная нахуй команда получается. Вот кто-то, блядь, шнурок развязался, у кого-то, блядь, кто-то, блядь, засал идти на какие-то приходы в ебать 100 метрах, нахуй. Пока, блядь, его подняли, пока он пошел, пока он всех уговаривает, давайте полежим, не идем.
Так они шли 5 Кто-то как я, блядь, затрясовился по пиздецки. Так это без смеха, нахуй. Какая же хуйня случится? Кто упадет, блядь, съебал себе что-то, подвернет, нахуй. Он не может идти, блядь. А там неси на себе такой. Там все, что ты за раз занес, потом у тебя и будет. Сколько Ну, там второго идти? мирового не было таких проблем, нихуя не было. Нихуя нет, блядь, нахуй взять проблемы с мобильностью, блядь. Их нормально привезут, не по полной себе, блядь, еще нахуй. Если мы выйдем нормально, переставим этого людей на позициях, если уже будет часов 10-11, я нахуй ебал. Это всю ночь нахуй дрочиться, блядь, копать нахуй. После разговора с Волотом я снова заступаю на дежурство. В этот день я дежурю больше обычного, так как вечером меня ждала эвакуация, а перед отъездом хотелось выложиться на полную. К тому же к середине дня я уже мог хоть и не в полную силу, но все же опереться на травмированную ногу. А бейсболы, выданные медикам, делали свое дело. Шо, пацаны, война — это война. Все эти дни Волод находился в постоянном движении, выходил в разведку и был занят решением возникающих проблем, из-за чего практически не спал. Сегодня Волод очень хотел отдохнуть в кровати хотя бы несколько часов, чтобы немного восстановиться. Поэтому он попросил Санька впустить его в дом. Проснувшись, Волод обнаружил, что его случайно заперли, словно что-то подавало сигналы и не хотело, чтобы он куда-то сегодня уходил. Проснулся. Я проснулся, блядь, выходить, хуй, нахуй, закрыли меня на ключ, блядь. Думаю, заебал, сейчас на щеколду закроюсь, хуй, блядь, туда. Мы, сука, ну, говорю, мы силы медленного нахуй реагирования, блядь. Мы вроде как бы движемся, ну, стратегически как бы и правильно, блядь. Ну, сука, так медленно, блядь. Это заебись, я просто такой противник. Что он этим не пользуется нормально, блядь. Если бы он этим нормально пользовался, блядь, даже нахуй, как, блядь, Армения, нахуй, в Карабахе, мы такой пиздец схватили бы тут, нахуй. Тут не надо было даже хуярить. Заебись, что в Александровке, что они долбали, порли, блядь, вот так вот, нахуй, лобовую просто. Заебись, что они эти контейнеры не отрезали, и все, пиздец. Так и так, в Александровке, нахуй, берут настолько, это, кто-то говорит, Александровка наша, Генштаб пишет, Александровка наша. Пидоры, нахуй, блядь, поскладировали даже трупы, даже на это время было. Пройтись по позициям, пособирать, нахуй, жмров, 60 жмров, нахуй, 60, нахуй. Это, блядь, обратная сторона этой медали войны. Это сражение, хуйня, планы, это все хуйня. Вот из такой хуйни стоит. Да, все, дядя Саня, я думаю, что мы еще увидимся когда-нибудь, не знаю, здесь или где-нибудь в другом месте. Контакт у вас мой есть. Пришло время ротироваться, и Волод повел меня к точке эвакуации. Это был наш последний диалог, а дальше я просто молча пошел за ним. Все, Хоббит. Давай. Вот, спустя 3 года я снова недалеко от станции Калининград. Мы сейчас туда направляемся, я там еще не был. Мы проходим тем же маршрутом вдоль элеватора, как шли когда-то тогда. Поезда до сих пор здесь не ходят. Нельзя приехать на станцию Калининград, просто сев на поезд, к сожалению. А вон, кстати, кто-то уже, вон я вижу на станции кто-то, прикинь. Я выбачаюсь. А вы подскажете, тут работает железнодорожная станция сейчас? Працует? Прямо на эту станцию приезжает. А здесь кто-то живет в деревне? Нет. Никого вообще нет, ни одного человека. А вы не знаете никого с этой деревни? Нет, не знаю. Не знаете. А чего вы тут так стоите? Поезд. Я знаю, что здесь просто 3 года назад еще были развалены вот эти вот железные пути, и здесь ничего не ходило. То есть, в принципе, сюда на станцию Калининград можно приехать поездом. О, оказывается, мы соврали. Ну вот, здесь какой-то, судя по всему, это пульт управления. Я вижу здесь, ну, развязки, видимо, дорог, переключатели какие-то. Раньше это был пульт управления, видимо, каких-то диспетчеров. Когда-то здесь что-то происходило. Когда-то здесь ездили поезда. Такс.
Ну вот мы уже находимся буквально в нескольких шагах от нашей позиции. И вот, собственно, дом, где мы ночевали первые ночи, остатки нашего окопа. Вот он, да, вот он. Зарос весь. Вот второй наш окоп. Яйца, птицы. Ну вот, собственно, он тоже уже весь зарос. Так, предлагаю зайти в дом. Как видите, дом стоит на месте. Вот, конечно, он весь разваливается. Вот, но до сих пор стоит. Я, честно говоря, удивлен. Я думал, что, а дома уже точно нет на месте. Я думал, что, честно говоря, ого, там прям как будто чистенько стало. Какие-то новые эти, слушай. Подвал. Но это не тот подвал, в котором мы спали. В этом подвале мы не спали. Он очень небезопасный. Так, под ноги, под ноги, под ноги. Колодец. Вода есть, но я думаю, что уже мы отсюда ничего не достанем. Как бы и ведра нету, и оно ничем не накрыто. Я не думаю, что эту воду можно использовать. Ну, максимум в каких-то таких бытовых целях. Так, идем в хату. Вот, собственно, домик особо, честно говоря, не изменился, я смотрю. Как будто здесь кто-то чуть-чуть прибрал. О, и двери поставили. Не помню, дверей как будто не было. Хотя, ну, кому здесь надо ставить дверь, возможно, мы просто их... Вот так вот, возможно, они у нас просто были всегда. О! Мои надписи на месте. Смотри, кто-то здесь еще был. На месте. Я так 12 числа оставлял здесь. Прикол. Вот это класс. Кто-то дописал еще. Дон путь нахуй. Это мое. Приятно, честно говоря, не ожидал, что дом на месте. Что спустя столько лет эта надпись будет тут. Уже в Беларуси. Что у нас еще? Ну, вот видите, вот. Почему мы не спали уже в доме? Потому что, как бы, дом этот, вот его даже рукой, и он весь сыпется. То есть здесь буквально один снаряд, и этого дома нету. Просто нам повезло, что в него не попали. Вот здесь вот те же, наверное, столики, на которых у нас располагалась еда на том же месте. Тот же гнилой лук. А, и бинго! Тимошеночка на месте! Она как будто посвежее осталась. Ты смотри, как будто ее кто-то отмыл. Это тоже прикол. Я не ожидал, что она здесь будет. Ну, прям не ожидал. Вот здесь вот мы пили компот. Вот здесь сидели. Все такое ощущение, как будто стало очень сжатым, маленьким. Мне казалось, что здесь больше гораздо пространства. А вот здесь вот уже был дом и вход в дом. Здесь, в этом доме, снил свой последний сон Волод, наверное, видел свой последний сон. То есть это было последнее место, где он смог отдохнуть. Сейчас от этого места ничего не осталось. Интересно, когда был, ну, то есть разрушен этот дом, на самом деле, когда был прилет. Я надеюсь, что в этот момент Санька в этом доме не было. Ну, сейчас мы этого точно не узнаем. Оказавшись снова в Калининграде и увидев пустую деревню, разрушенный дом, надежды, что я снова встречу Санька, уже практически не осталось. Но судьба распорядилась иначе. Из-за невероятного стечения обстоятельств, долгих поисков и расспросов жителей соседних сел мы все же смогли с ним встретиться. Ты не узнаешь, Санек? Бляха-муха! Братуха! Блин, Санек, ты помнишь меня? Помню, 3 года назад? Да. Я тебя нашел. Мы же тогда с тобой, я тебя так телефон тогда и не взял. Мы приехали в Калининград, там никого не живет. Да, там на Маляку. Возвращаю долг.
Ты меня тогда угощал сигаретами. Это мы снимаем про, помнишь парня, который выходил в разведку в тот день, когда уехал? Пашка. Пашка. Волод погиб с автоматом в руках, как он этого и хотел. Таким мы его и запомним. Воином, отдавшим свою жизнь в бою для того, чтобы мы могли продолжать его дело. Никто не мог ожидать, что Волод погибнет на этой задаче. Я точно не мог этого ожидать, и это был последний человек, на которого бы я подумал. И как показывает практика, на этой войне погибают самые достойные, самые инициативные, те, кто идут вперед, показывают своим собственным примером, как нужно делать. Задача, на которую выходил в тот вечер Волод, стала для него последней. Он выводил группу в разведку и шел, как обычно, первый. Прозвучал щелчок от сработавшей растяжки, а за ней взрыв. Я ехал в машине эвакуации. По связи передают, что у нас 300. Очень тяжелый. Я подумал, хоть бы не Волод. Я был уверен, что это может быть кто угодно, но только не Волод. Сегодня мы провожаем на следующую войну нашего друга, нашего брата, нашего командира, который за 2 месяца стал, я думаю, не только мне, но и всем нам родным. Он шел по своему пути, не сворачивая, не отступая. Он никогда не трусил, он не испытывал сожалений. Пускай его душа смотрит сверху и радуется. Мы не должны скорбеть, мы должны отомстить.